Поговорим с вами про хуки. Функциональные и классовые подходы сильно отличаются с точки зрения внутреннего устройства, но в целом призваны решать одни и те же задачи. Хук — это специальная функция, которая можно вызывать в теле функционального компонента, чтобы осуществить доступ к его внутренним ресурсам. Библиотека React обладает готовым набором хуков, а также поддерживает сторонние, которые вы можете написать самостоятельно. В версии React 16.8 разработчики добавили API хуков. Один из таких хуков useState, и мы можем его с вами сделать деструктуризацию. Это useState из библиотеки React. Давайте его опишем, чтобы визуально было видно, как это записывается, как с этим работает. Count, set count. Значит, hook useState принимает единственный аргумент, начальное значение какой-либо переменной состояния и сохраняет его в своем внутреннем хранилище. Взамен он возвращает пару сущностей в виде массива. Текущее, count — это текущее значение, которое при первом вызове совпадает с начальным, и функцию, вот это setCount, это функция setter, с помощью которой его можно изменять. Мы можем также еще, давайте создадим const, допустим, show alert, показать предупреждение, да, состояние по показу предупреждения. Set show alert. Ну и будет флаг, просто булинское здесь выражение, либо true, либо false. Типа будет показано какое-то всплывающее окно предупреждения, либо нет. Таким образом, hook useState можно использовать в компонентах несколько раз для создания независящих друг от друга переменных внутреннего состояния. При этом значения могут иметь любой тип данных. В данном случае здесь number тип, здесь у нас булинское выражение, но может включать, как я говорю, любой тип данных. Это может быть массивы, да, вот здесь может быть массив, там, или объекты, к примеру, там null, undefined, все что угодно. Давайте теперь поработаем с этим каунтом, состоянием, и будем отображать его. Сделаем здесь некоторый div. Здесь давайте выведем h1, чтобы было более наглядно видно. И здесь у нас будет наш count. Сохраним. Надо запустить проект. npm start. Проект запущен. Давайте перейдем теперь в браузер, и мы видим вот наше первоначальное состояние count равно 0. Далее, что мы можем сделать? Давайте добавим кнопку button, и здесь будет какой-то называться инкремент. Повесим на эту кнопку обработчик. Назовем ее handle инкремент, эту функцию. Создадим эту функцию. Стрелочную. Которая что у нас будет делать? Допустим, setCount. И здесь мы сделаем count плюс 1. Сохраним. Перейдем в браузер. Работает. Давайте посмотрим на этот setCount. Эта функция действует аналогично классовому компоненту в классовом компоненте visSetState. Но в отличие от visSetState в классовом компоненте, этот setCount, оно управляет не всем набором переменных
состояние компонента, да, который там в state, давайте вспомним. То есть у нас вот state, и здесь у нас много всяких состояний, да, показывать окно, там, user отвечает за продукт, то в функциональном компоненте вот этот setCount, setCount управляет не всем набором, а конкретным состоянием. В данном случае у нас count. Вот это вот такое главное отличие от классового компонента. И дальше, когда произойдет вызов функции setCount с новым значением, React обновит это значение в своем хранилище и инициирует перерисовку компонента. То есть вызовет саму функцию компонент, в нашем случае компонент app. При этом повторный вызов хука useState вернет уже какое-то другое там значение. Вернет новое значение. При том, что первый элемент будет содержаться здесь уже новое значение, да, то есть здесь будет уже единичка, когда мы нажмем на setCount. А функция setter, она останется прежней. Вот, в целом, как вы можете видеть, что код стал более лаконичным. Теперь давайте посмотрим следующий момент. setCount мы еще раз вызовем вот здесь. И что будет? Сейчас обновлю. И смотрите, он увеличивается на единичку. При том, что мы вот здесь count, видите, увеличим как бы 2 раза. Вопрос, почему? В предыдущем видео про классовые компоненты я объяснял, но давайте еще раз повторимся, потому что это важно. setCount, функция setter, она работает асинхронно. На что это влияет? То есть, когда мы вызываем функцию setCount состоянием count, мы увеличиваем его на единицу, и происходит цикл рендеринга. Ну, должен произойти цикл рендеринга для того, чтобы сам count изменился. Но когда мы параллельно вызываем, то count остается тем же самым, что и был до этого. И эта проблема решается довольно просто, если использовать callback функцию. То есть вот эту запись мы можем переделать с вами. Здесь у нас будет некоторое предыдущее состояние, prefState. И этот prefState мы будем увеличивать на единицу. Давайте вот это скопируем, повторим, сохраним и посмотрим, как поменялось поведение. Видите, теперь увеличивается на 2. То есть мы возвращаем новое состояние вот здесь, основываясь на предыдущем состоянии. Вот, вызов setCount не применяет изменения моментально. То есть это еще раз, это синхронный метод. И такое поведение называется batch update или батчинг. То есть он позволяет накапливать какие-то изменения, а потом разом их рендерить, применять. Этот механизм помогает улучшить производительность и сократить количество перерисовок контента в браузере. И тут мы плавно подходим к сравнению React версии 17 с React версии 18 и нововведениями, которые вот в марте 2022 года произошли. Давайте вот здесь создадим еще одно состояние, только назовем его value, и set value. Здесь тоже пускай будет 0. Здесь у нас будет set value. И тоже будем увеличивать на единицу. Так, и давайте здесь будем отображать тоже значение value. Да? Сохраним, посмотрим в браузере 0,0. Значит, у нас есть функция handle increment,
И при ее вызове, здесь мы вызываем, идет изменение двух разных состояний. React перерисовывает компонент, если у него изменилось состояние, либо изменилось значение пропса. В данном случае ожидается, что состояние изменилось дважды. А значит, и перерисовка произойдет дважды. Мы так ожидаем. Но в React 17 есть батчинг, то есть React накапливает еще раз некоторое количество изменений, и когда становится возможно, он накладывает эти изменения на дом дерева, мы видим перерисовку, и рендер произойдет один раз. Давайте здесь создадим console log, и будем с вами отслеживать количество рендеров. Рендер, пусть будет 18, здесь написано, поставим. Давайте console log посмотрим, что у нас будет происходить. Я вот нажимаю кнопку инкремент, и мы видим, что у нас вот на строке console log, на строке 12, да, в компоненте app вызывается один раз. То есть срабатывает батчинг, который накапливает изменения, да, и рендерит один раз все это дело. Я скажу, что то есть это у нас синхронный метод, и что в React 17, что в React 18 будет одинаковое поведение. Вот, когда мы делаем какие-то синхронные такие операции. Но все меняется, когда мы работаем с асинхронным кодом. Вот, давайте сделаем, наверное, set timeout вот здесь какой-то. Set timeout. Здесь у нас callback функция, которая что-то будет делать, и пусть он срабатывает set timeout через 1 секунду, да, или 1000 миллисекунд. Таким образом, и вот эти функции сеттера мы перенесем вовнутрь set timeout. И посмотрим теперь, что будет происходить. В данном случае мы работаем здесь у нас 18 React. Ну, давайте вернемся в проект React 17 и посмотрим, что будет. Я здесь создал специально еще один проект React 17, чтобы удостовериться и сравнивать. Вот сейчас мы в React 17. Здесь у нас пока вот нету set таймаута, но давайте посмотрим все равно, удостоверимся, как она работает. Вот у нас React 17, я же нажимаю кнопку, и видите, да, счетчик меняется на единичку. Теперь то же самое давайте проделаем здесь, сделаем и в React 17 тоже set timeout. И посмотрим, как это будет работать в React 17 и 18 версии. Ну, как бы вот так. Так, я сохранил. Переходим в React 17. Давайте обновим для надежности. Давайте здесь очистим сейчас. Нажимаю кнопку инкремент. Видите? По 2 рендера. Еще раз нажимаю. Опять 2 рендера произошло. Так, а теперь перейдем в React непосредственно 18 версии. Тоже здесь очищу сейчас консоль. Нажимаю. И у нас один рендер. Теперь вернемся, давайте в код 18 версии. И вот здесь как раз, то есть главное отличие, что в React 17 у нас 2 рендера, в React 18 на каждое нажатие кнопки у нас происходит один рендер. То есть батчинг работает теперь в React 18 и с асинхронными событиями, если подвести итог. Но я скажу еще дальше, что если такое поведение батчинга в React 18 мы хотим предотвратить, то есть чтобы срабатывал один рендер, в таком случае необходимо использовать функцию FlashSync.
Давайте мы ее импортируем из библиотеки, которую нам предоставляет React DOM. FlashSync. И заиспользуем ее. Давайте здесь сделаем какой-нибудь promise, resolve. FlashSync будем использовать. И здесь будем выполнять, значит, setCount. setTimeout мы сейчас удалим, он нам больше не нужен. Давайте сохраним. Посмотрим на React вот 18 у нас. Очищу сейчас консоль. Нажму инкремент. И мы видим, что у нас два рендера. Видите? На каждое нажатие 2 рендера. То есть мы отменили такое поведение. Теперь еще давайте поговорим вот про что. Про вот эти хуки useState. То есть React не знает, какое именно переменное состояние управляет каждый из хуков внутри, из хуков. Внутри себя он использует порядковый номер вызова каждого хука, чтобы ассоциировать с ним данные в хранилище. Это указывает на очень важное правило, то есть порядок хуков не должен меняться между вызовами компонента. То есть хуки не могут находиться внутри каких-то условных блоков. К примеру, if. Там, если что-то здесь, и здесь у нас вот так. Так делать нельзя. Или цикл for, или что-то еще. Вообще других подобных конструкциях. Хуки также нельзя использовать в других функциях. Например, вот у нас здесь handle инкремент, вот так делать тоже нельзя. Значит, в функциях нельзя. Нельзя также в обработчиках или модулях. То есть вызывайте их только из основной функции компонента. Вот здесь. Но есть одно исключение. Это ваши собственные хуки, кастомные хуки. Вот, но о них мы будем разговаривать в следующих уже видео. До сих пор мы видели работу, да, с какими-то примитивными значениями, вот как здесь число, либо может быть строка, либо булинское выражение. Но давайте посмотрим про мутации более сложных объектов, такой как массивы или объекты. Я здесь что предлагаю? Надо немножко почистить код. Давайте вот это удалим. Я вот это, наверное, сейчас вот здесь тоже почищу. Давайте создадим некоторый... Сначала рассмотрим, например, работу с массивами. Например, у нас есть list, set list, useState. И мы говорим, что массив, и мы можем сразу здесь какие-то сделать первоначальный initial state какой-то, да, у нас есть цифры 1, 2. Здесь нам setCount не нужен, это нам тоже не надо, это тоже удалим, в принципе. setList. И теперь мы хотим сюда, вот у нас есть два элемента, мы хотим добавить в этот массив list еще третий элемент. Как мы можем сделать в JavaScript? List, push, да, и запушить третий элемент. Ну, к примеру, так в JavaScript. Вот, так делать нельзя в React. Это неправильная запись. Потому что это приводит к мутациям. Нужно делать следующим образом. Делаем setList.
Дальше используем спред оператор. У нас будет лист. И передаем третий параметр. Да, в наш третий параметр в наш массив лист. Вот это работать будет. Если мы сохраним. И, кстати, можем вывести концу. Вот это я сейчас тоже удалю, потому что оно отвлекает, наверное, внимание. Выведем в концу лог. Собственный лист. И будем смотреть, действительно ли все это работает. Значит, вот у нас два элемента в массиве. Я нажимаю инкремент. И третий элемент у нас добавляется. То есть это работает. А теперь давайте рассмотрим еще с объектами, как нам хочется работать. К примеру, у нас есть объект shop. Пускай будет так. Set shop. Какой-то магазин. И здесь у нас будет в качестве initial state, к примеру, ID 1 и title со значением book. Book, книжка. То есть вот так. Дальше с объектом. Тоже, как мы могли бы в JavaScript сделать? Ну, допустим, shop title и положить сюда какой-нибудь, я не знаю, там, paper, да, бумагу. Ну, к примеру. Или сделать set shop, положить сюда некоторый объект, object, да. Вот, так делать нельзя. Это мы все удаляем. Здесь нужно также использовать спред оператор. То есть мы что делаем? У нас есть shop. Так, и допустим... То есть мы меняем book, к примеру, на что-то другое, на бумагу, да, как мы хотели. Там paper, бумага. Сохраняем. А давайте консоль лог сделаем. Посмотрим, что у нас вообще происходит. Вот, по идее, у нас должно сейчас все классно отработать. Давайте посмотрим, обновимся. Так, у нас есть объект, вот он, да, title book. Я нажимаю, и у нас стал title paper. Все, title классно поменялся. Значит, почему нужно делать так? Потому что дело в том, что React сравнивает старое и новое значение с помощью оператора такого тройного равенства. Вот, а значит, мы не можем передавать, да, просто исходный объект. Иначе проверка всегда будет возвращать true. Вот, и для того, чтобы все это корректно работало, нужно использовать именно вот такую конструкцию с помощью спред оператора. То есть спред оператор, который создает измененную копию исходного объекта. То есть здесь мы сейчас работали массив, да, и у нас тут примитивное значение, вот список примитивных каких-то строк там, либо чисел. Вот в следующем видео мы уже поработаем более со сложными вещами. То есть будет у нас массив объектов, и рассмотрим, как правильно добавлять в массив новый объект, как удалять, как его редактировать. Поэтому до скорого в следующих видео. Спасибо всем за внимание.